Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про женскую демо-версию. Такая небольшая рекламная акция, когда женщина показывает все свои лучшие качества и себя с лучшей стороны. И потом демо-версия заканчивается, как подписка. Вы пробную какую-то бесплатную версию попробовали в приложении, и теперь нужно либо оплачивать эту версию, либо вы принимаете решение, что больше не будете использовать это приложение. Это один вариант. Это когда женщина с материальной точки зрения рассматривает мужчину для ее выгоды. Есть другой вариант демо-версии, это когда женщина за какой-то период времени, там от месяца, там 3-4 месяца может длиться, женщина присматривается к мужчине, смотрит на то, как он реагирует, как действует. И в этом видео я еще скажу, как научивают женщин как раз-таки включать эту демо-версию, чтобы она была просто идеальная, чтобы и мужчины, они говорят: я просто обалдел, я думал, что я уже не встречу такую девушку идеальную, а вот она перед глазами, она понимает меня, она такая понимающая, она соглашается со всем. Потом может резко потушиться свет, и демо-версия может закончиться. И вы просыпаетесь в холодном поту, и вам говорят, что это все было не по-настоящему. Поэтому сегодня я буду говорить об этих демо-версиях, как ее определить, что с этим делать, как не попасться на это, и что вообще говорят мужчины про эту демо-версию. Но здесь, конечно, уже спойлер, можно сказать, мужчины крайне недовольны этой демо-версией женщин. Мужчина знает про демо-версию и называет ее... Это такая, у мужчин считается такая фирменная приманка. Вообще, почему у нас есть такое желание нравиться другим, чтобы нас полюбили. Если это не так, то человек может испытывать дискомфорт. Сегодня при желании и возможностях человек может существовать от других людей автономно, практически. Работать фрилансером, путешествовать один и вообще жить один, не навещая, например, очень долго родственников. В древние времена практически это было невозможно, только группа людей могла эффективно добывать себе пропитание. Если кто-то из группы не нравился, то он считался изгоем, и группа его не принимала. И таким образом выжить было гораздо сложнее. Желание нравиться другим передавалось из поколений 1000 лет. Считается, что стабильное общество строится на конформистах. Люди, которые готовы менять свое представление в угоду группе. То есть то, что делают, говорят, думают все остальные, это становится неким стандартом. В каком-то обществе. У маленьких детей социальное одобрение важнее всего. Чем младше ребенок, тем менее у него есть представление о себе. С возрастом социальное значение, то, как ты представляешься в обществе, как к тебе относятся, оно может снижаться. Когда у человека формируется такая своя здоровая самооценка, то человек может отодвигаться от этого общественного мнения, что про него скажут. Он движется в своем направлении, в своем ритме, ему в этом комфортно. Будем забывать, что все люди хотят с самого начала показать себя лучшей версией себя и с самых только прекрасных сторон. В мире живет 8 миллиардов человек, и, конечно, все люди не могут быть одинаковые. Проблема современных женщин в том, что они хотят себя в какой-то идеальный образ, который транслируется и через медиа, конечно, туда запихнуть и казаться такой как говорится, не быть, а казаться. Мужчины это считывают, эту ложь, это искусственное такое наполнение женщины. Теперь, что касаемо отношений. Я, знаете, тут плавно так перехожу. Меня всегда смущает с самого начала незнакомые мне люди, не все, а именно те, которые слишком услужливые.
они слишком вот такие очень прилежные, и очень они какие-то подозрительно милейшие. И я по своей практике очень большой взаимодействия с людьми обратила внимание, что мне, например, более нравится более открытый подход, когда человек себя открыто проявляет. Пусть он где-то какой-то может показаться рисковатым, где-то, может быть, показаться кому-то, что не стоило там это говорить или так себя вести. Но здесь больше нравится то, что человек из себя ничего не строит и не показывает. Вот яблоко в магазине. Ты берешь искусственное яблоко, оно идеальное, оно блестит, но ты понимаешь, что оно может быть невкусным, оно искусственное будет на вкус. Вот, и лучше взять яблоко, которое будет с бочком где-то, может быть, где-то там будет не так выглядеть с картинки, но оно окажется настоящим. Демо-режим — это когда девушка, женщина дает время мужчине показать, какой он, что он из себя представляет. Это, кстати, надо сказать, и на пользу может пойти мужчине. Мужчина тоже в этот момент, может быть, некоторые женщины думают, что только они проверяют мужчину, но и мужчины с таким очень грамотным подходом в отношениях, да, с где-то правильным построением отношений тоже присматриваются к девушке. Демо-версию можно сравнить с зажигалкой, которая вот она так ярко с самого начала горит таким высоким пламенем, а потом пламя все меньше и меньше по мере того, сколько жидкости находится в этой зажигалке. И потом зажигалка перестает работать, огонь угасает. Ну вот, например, какие-то там моменты, только познакомились, а парень уже прикасается, например, к девушке. Это не всем девушкам понравится, да, девушка сразу себе такую галочку ставит. Все, вот там этот кандидат мне, к примеру, не подходит, да, что-то он какой-то очень резвый, к примеру, или там не вписывается в ее концепцию начала отношений или начала знакомства. С другой стороны, если женщина сразу понимает, что у мужчины нет денег, то этого демо-режима, возможно, вообще не будет, если женщина настроена только на финансовую историю. Иногда в эту демо-версию женщина вставляет период такой, когда просто хочет узнать, что за мужчина перед ней, что он за личность. И демо-режим — это презентация, можно сказать, это демонстрация. Женщина демонстрирует лучшие качества. Умение ласково общаться, красиво одеваться, соответствовать каким-то ожиданиям. Ученые утверждают, что сам по себе человек не может очень долго находиться в состоянии сильного подъема и в состоянии, когда вот он весь такой идеальный. Первый этап вот такой хорошестости, когда человек показывает свои только хорошие качества, томный взгляд, голос такой, голосочек такой очень приятный, ласковый, нежный, он заменяется вторым, где сбрасываются, конечно же, маски, и тут люди сталкиваются с тем, что они наконец-таки начинают из себя показывать, потому что долго в этом хорошем состоянии невозможно пребывать. И другого видит уже с другой стороны. То есть партнер же показывает свои какие-то неприглядные стороны. Если девушка там сразу моментально «хочу это, хочу там машину дорогую», давай мне это, то здесь надо сказать девушке спасибо, что она прям с самого начала показывает свое истинное лицо. Конечно, мужчина с нормальным интеллектом, он раскусит женщину такую. Он сразу поймет, что работает демо-версия. Что здесь можно посоветовать неопытным мужчинам, мужчинам, которые не понимают, демо-версия это или нет? Нужно время. Время лечит. Время, на самом деле, оно покажет, женщина будет начинать прокалываться в каких-то мелочах. Вот если она к вам неискренне настроена, если у нее нет чувств к мужчине по-настоящему,
то будут эти проколы. Уйдет вся вот эта миловидность. Ее может начать раздражать какой-то любой момент вас, к примеру. Не каждая женщина захочет инвестировать свое время, тратить на мужчину, который ей, конечно, не интересен. Зачем? Так же, как и мужчина. Вот. Как натаскивают женщин на этот демо-режим? Это расслабить мужчину. Это, ну я не буду вот это слово втереться, это войти в доверие к мужчине и привязать его к себе. Привязать, это сразу мне вспоминается какой-то, не знаю, оккультный какой-то сеанс. Вообще демо-режим можно сравнить с рекламной акцией. Это способ привлечь потребителей и быстро увеличить прибыль. Что говорят девушкам и женщинам? Терпеливо относись к нему, выслушивай его спокойно, ни в коем случае никакой критики, никаких негативных гримас. Излучай доброту и сочувствие. Не спорь с ним и не подсмеивайся ни в коем случае. Вот такой инструмент приручения мужчины. Время может женщина демонстрировать мужчине. Это хозяйственность свою, ласку, душевную теплоту, заботливость. И такой промежуток обычно дают этой демо-версии от месяца до 3 где-то. Мужчины некоторые говорят: я как будто в раю, аж не верится. Чувства начинают слепить мужчину, и мужчина растворяться может в этой женщине. Она всегда со мной, я нашел такую, она меня всегда понимает. Наивного мужчины, конечно, может сложиться такое впечатление, что он нашел добродетель в женском обличии, вот все добродетели, которые возможны. В начало этой демо-версии мужчина на первом месте. Женщина все делает ради того, чтобы понравиться мужчине. И желания мужчины угадываются по мгновению волшебной палочки. Нужно быть наблюдательным. Вообще, это очень хорошая подсказка быть наблюдательным в жизни. И, конечно, здесь можно упомянуть такую фразу: если носить маску достаточно часто, то она станет твоим лицом. Можно, кстати, связать с актерами какими-то, которые не выходит из роли, уже ты не понимаешь, какой он на самом деле в жизни, какой он в роли, и сам этот актер запутался уже. Известно, самый прямой путь к сердцу — это искренность. Я очень хочу пожелать женщинам быть искренними с мужчинами, включить этот демо-режим, не быть идеальными, а быть просто настоящими, с настоящими чувствами, не заученной куклой, а быть просто настоящей, естественной. Надо убрать вот этот демо-режим, а оставить просто время, когда люди будут просто узнавать друг друга. Всем спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока.